Добрый день, гости и подписчики моего канала. Как видно, я нахожусь в салоне ВАЗ-2107. И у меня такая приключилась проблемка. Получается, когда на холодную завожу машину, вот тахометр на холостых оборотах, это у меня должно быть 840 оборотов. Ну, прогревочные где-то около 1000. Потом машинка прогревается до температуры 30-40 градусов, и обороты падают до 840. И это все происходит плавно. Сейчас на холодную у меня машинка, когда заводится, стрелка тахометра начинает вот так вот прыгать. 1200, 800, 1100, 750. И вот так вот, короче, плавает эта стрелка. Машину колбасит, неравномерная работа двигателя. Ну и когда машина прогревается, получается, этот расколбас уменьшается, но все равно по тахометру видно, что обороты не четкие, а вот плавающие. Сейчас вместе с вами буду выявлять причину, с чем это связано. Ну а сейчас вам продемонстрирую, как себя вот ведет машина. Она сейчас полностью у меня холодная. Причем, друзья, чек, вот он у меня здесь загорается. При включенном зажигании он загорается, при заведенной машине он как бы не горит. То есть ошибок как бы нету, но машина работает неравномерно. Сейчас продемонстрирую. Включаю зажигание. Check engine. То есть он горит. Но это стояночный тормоз горит справа. Сейчас заведу. Вот, завел. Видите, тахометр у меня прыгает. И по звуку машины слышно, что ей плохо. Вон, смотрите, какой расколбас. Ну, не буду насиловать. Сейчас заглушу. Ну, видно, плохо ей, плохо. Вот, заглушил. Сейчас поговорим, в чем может быть проблема. Ну а перед тем, как я продолжу, поставьте лайк, друзья, подпишитесь на канал и включите оповещания о новых видео. Вам это не трудно, а меня это мотивирует на создание новых видео. Долго не буду тянуть, просто расскажу алгоритм, как я ищу. Проще всего, конечно, найти проблему, скажем так, вот по диагностике, да, компьютер подключить через 2 кабель к диагностической колодке IBD2 и продиагностировать, в чем проблема. Вот. Ну, я вначале покажу видео для тех, у кого нету, например, сканера, или не хотят платить диагносту за диагностику, а хотят сами найти причину. Причин может быть 2 основных. Это механическая. Механическая — это либо свечи, либо подсос воздуха, вот, либо цилиндропоршневая группа. Короче, все, что связано с механической частью из-за неравномерной работы двигателя. И вторая — это электронная. Электронная — это может быть какой-то датчик, вот, ЭБУ, все, что по трассе, ЭБУ датчики находятся. Короче, все в этом плане. Вот, то есть вот такие: электрическая и механическая, 2 проблемы основные. Вот сейчас буду выявлять. Мне, скорее всего, кажется, что это электрическая какая-то поломка, скажем так, неправильная работа, потому что когда машина прогревается, ей становится лучше.
Вот, то есть это вряд ли механическая часть. Вот. Ну, с чего начнем? Первое, на холодную, почему машина так неравномерно работает, именно на холодную. На холодную влияют два датчика. Это ДМРВ, датчик массового расхода воздуха. И второе, это шаговый двигатель. Это РХХ, регулятор холостого хода. Сейчас покажу в подкапотке, где это все находится. Открыл подкапотку. Вот ДМРВ. Siemens у многих. Вот, это датчик массового расхода воздуха. И РХХ, вот он, внизу находится. Вот дроссельная заслонка. В нижней части дроссельной заслонки он крепится. Вот это два датчика, которые влияют на стабильную работу холостого хода. Чтобы проверить РХХ без компьютерной диагностики, это сложно сделать, но можно поменять на заведомо рабочий датчик, если он у вас есть, и если работа двигателя не поменяется, а будут вот так вот плавать обороты, значит это не РХХ. Вот. Значит это ДМРВ. Как проверить, ДМРВ это или нет? Очень просто. Вы скидываете разъем, причем, друзья, зажигание у машины должно быть выключено. Вот просто вот так вот его скидываете с датчика. И сейчас, если работа двигателя станет стабильной, но обороты будут повышенные, 1100-1200, где-то в этом диапазоне, но на тахометре стрелка будет стоять ровно. Значит, это ДМРВ. Сейчас давайте попробую завести вместе с вами, посмотреть, изменится работа двигателя или нет. Так, включаю зажигание. Так, чек есть, тут все есть. Ну, заводим. Вот, завелась машинка, смотрите на тахометр. Как видно, тахометр в одном положении, то есть не прыгает как раньше, а в одном положении. Это о чем говорит, друзья? Что ЭБУ, электронный блок управления, перешел в аварийный режим, так как он не видит ДМРВ, и просто держит ровные обороты. Как видно, стрелка у меня ровно где-то 1000, да, 1000, ну вот в районе 1000 оборотов на тахометре. Значит, это электронный, значит, это ДМРВ у меня. Вот. Сейчас давайте то же самое попробую увидеть через компьютерную диагностику. Ну все, причина здесь понятна. Глушу машинку. Сейчас пойду обратно в подкапотку и надену разъем на ДМРВ, чтобы продиагностировать уже данный датчик на ноутбуке. Так, друзья, включаю зажигание. Есть. Перехожу к ноутбуку и запускаю вот программу OpenDiag. Это программа для диагностики инжекторных автомобилей семейства ВАЗ. Адаптер K-Line, по K-Line у меня подключен. Вот программка такая, выбор блока, выбираю блок. Я знаю название своего блока, это Bosch M797 Евро 2. Вот.
Запускаю. Сейчас должны пойти параметры. Вот. Количество ошибок, что меня интересует, 12 штук. Давайте для начала ошибки. Перейду в раздел ошибки. Ошибки это все сохраненные. Я сделаю сброс ошибок для начала. И когда сделал сброс ошибок, заканчиваю, то есть как бы разрываю соединение с ЭБУ и выключаю зажигание. Жду пару секунд, чтобы все ошибки действительно обнулились на ЭБУ. Снова включаю зажигание. Перехожу к ноутбуку, к диагностике. И снова нажимаю начать диагностику. И в переменный список перехожу. Как видно, количество ошибок уже по нулям. Вот, температура охлаждающей жидкости 43. Меня интересует вот вкладка коды АЦП. И здесь датчик массового расхода воздуха. Видите, вот значение. Сейчас попробую мышкой подвести. Вот. 0,068, 0,7 даже было, да? Вот. Как бы немножко завышенные показания. Нормальными считаются показания это от 0,04 до 0,6. А у меня, как видите, и 7 сотых показывается. То есть датчик, скажем так, выдает неправильные показания. Почему завышенные показания? Скорее всего, что нить, которая измеряет объем проходящего воздуха через ДМРВ, засорилась, забилась пылью. Или просто со временем датчик уже устал, и поэтому такие вот показания. Но чтобы не покупать датчик, потому что в этой машине он самый дорогой, очень неплохих денег стоит, я попробую его почистить. Чем буду чистить, вам покажу. Вот. И потом посмотрим на эти показания, изменятся они или нет. Вот. В идеале после чистки эти показания должны упасть. То есть максимальные показания, которые у нас вот 0,73, как мы видим, прыгает. Вот. В идеале я хочу, чтобы показывало 0,6, не больше. Посмотрим, получится у меня это или нет. Для начала нужно снять датчик ДМРВ с машины. Так, друзья, снял вот датчик ДМРВ. Вот так вот он выглядит. Как видно, снаружи он пылёкой покрыт, но снаружи нам не важно. Нам важно, чтобы внутри он был чистый. Вот, посмотрим, какой он внутри. Повнимательнее. Вот, как видно внутри, да, пыль на нем, на этой стенке. Тоже видно вон следы пыли. То есть пыль присутствует. А это свидетельствует о том, что, скорее всего, воздушный фильтр пропускает пыль, и его надо, немного, его надо уже заменить или почистить. Ну и самое главное, что в этом датчике, вот, как видно, нить, вот я показываю, вот две, да, такие нити, это температуру воздуха показывает.
данная нить. И вот такая вот пластина. Вон, видите, я показываю, вот в такой белой, в белой пластмассе вот она находится. Вот белая пластмасса, по ней столько, а вот пластина внутри. И вот данная пластина объем воздуха замеряет. Как видно, она такая покрыта, скажем, слоем пыли. Ее нужно будет почистить. Сейчас покажу, чем я буду чистить. Вот чистить буду ВДшкой. Вот именно такая мне нравится. Твист называется. Вот. Вам не послышалось. Буду чистить ВДшкой. Вот. А результат посмотрим. Получится у меня, не получится. Вообще продаются специальные очистители для карбюраторов. И как бы чистится вот дроссельные заслонки, карбюраторы, ДМРВ, вот очистителем для карбюраторов неплохо. Но я попробую ВДшкой, так как очиститель карбюратора стоит денег. Вот, надо это средство еще поехать взять. Но ВДшка у меня всегда под рукой. И посмотрим, получится, не получится. Сейчас попробую заснять вам на видео, как это я буду делать. То есть беру и вот эту пластину на датчик. Вот таким вот образом. Подожду немножко. Ну, я сразу вижу, что пластина стала немножко чище. Вот. Немножко чище, но все равно этого недостаточно. Итак, почистил я данным средством ДМРВ. Вот результат уже лучше. Пластина стала как бы цветом таким более насыщенным, то есть металлическим. Все, что ВДшка могла сделать, она сделала. Ну и почистил внутри сам, вы поняли, пластик внутри от мусора. Вот. Ну, как-то вот такой вот результат. Сейчас установлю на машинку и посмотрим, показания изменились или нет. Подкинул датчик, просто как бы, вы поняли, не вставлял его в разрез между воздушным фильтром и впускным патрубком, где он должен быть, а просто вот, как бы сказать, кинул его в моторный отсек и подключил разъем на ДМРВ. Для чего это я делаю? Чтобы проверить показания по компьютерной диагностике. Вот в чем данный плюс, что я могу увидеть, достаточно хорошо я почистил или нужно еще поработать с ВДшкой. Вот. Но у кого нету компьютерной диагностики, к сожалению, не смогут увидеть разницу до и после. Только надо собирать обратно в этот узел. И тогда уже заводить машину и смотреть. А я вот до заводки машины могу посмотреть по компьютерной диагностике, дало вот это результат, что я почистил ВДшкой или нет. Сейчас иду в салон машины. Вот. Программка уже запущена. Вот. Машинка, как видно, зажигание надо включить. Включаю зажигание.
Включаю зажигание. И в программке надо нажать «Начать диагностику». Начать диагностику. И меня тут интересует значение датчик массового расхода воздуха. Как видите, 0,50. Максимальное значение смотрим какое. 0,63. То есть стало лучше. Было раньше, помните, 0,73. Сейчас 0,63. То есть должно быть максимум 0,6. Это мне говорит о чем? Что можно датчик оставить вот в таком вот виде, а можно еще немножко поработать с ВДшкой. То есть, как видно, стало лучше датчику. Значения как бы стали меньше. Вот таким вот образом. И как бы я нашел проблему и надеюсь, что ее устранил. Сейчас соберу, так, здесь выключаю зажигание. Сейчас соберу все на место, я имею в виду ДМРВ, и заведу машинку и вместе с вами посмотрю, как бы изменилась работа машины в лучшую сторону или нет. Подключил я ДМРВ, под капотку, как видно, закрыл. Сейчас буду делать первый запуск с почищенным датчиком ДМРВ. Сейчас посмотрим, будут ли показания тахометра прыгать. Как видно, здесь у меня check engine, он не горит, то есть ошибок нету. И, друзья, вот чудо, тахометр показывает стабильные обороты. 1000 это прогревочные обороты. Когда машинка прогреется, обороты упадут до 840 оборотов в минуту. То есть вот так вот обычной ВДшкой можно почистить ДМРВ. Заглушу машинку. Вот. Хочу подвести какой итог, друзья. То есть я показал вам на примере своей машинки, как не умея или не имея возможности сделать компьютерную диагностику машины, можно самому найти, в чем причина вот таких вот плавающих оборотов, и самому эту причину устранить. Если бы я не снимал этот видос, а делал вот сам, это заняло у меня намного как бы меньше времени. Ну, я знаю, я бы потратил вот на поиск устранения данной неисправности максимум 5 минут. И это, считайте, плюс сэкономленные деньги на диагноста. И не надо покупать дорогостоящие вот эти очистители карбюратора. То есть достаточно обычные ВДшки. Вот, думаю, данный видос кому-то поможет в ремонте своей ласточки. Ну а кому понравилось данное видео, ставим, друзья, лайкосы жирнющие, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь данным видосом со своими друзьями. Все, всех благ вам, пока-пока.